Война. День 497. Ситуация на фронтах. Украина продолжает проводить свою наступательную операцию. Основные усилия сосредоточены на южном направлении, а также в районе Бахмута. Хотя не факт, что это места главного удара, и остается лишь гадать, куда будут направлены основные незадействованные силы. Пока же украинские войска постепенно проходят минные поля, подбираясь к основной линии обороны россиян. Но главным результатом начавшегося контрнаступления ЗСУ является не продвижение, а выбивание российской артиллерии, о чем свидетельствуют многочисленные кадры. Так, по данным Орикс, на сегодняшний день россияне уже потеряли 208 буксируемых гаубиц, 434 самоходных артиллерийских установок и 224 реактивных системы залпового огня. И это только по подтвержденным данным. Российская проблема с техникой также прослеживается за счет появления на фронте все более старых образцов техники. Если в прошлом году всех удивляли танки Т-62, сейчас россияне активно везут на фронт еще более старые модели – танки Т-55 и Т-54. Россия имеет большой человеческий ресурс, но ее промышленность несопоставима с западной, за счет которой в большей доле сейчас оснащается украинская армия. И в долгосрочной перспективе это станет решающим фактором этой войны, ведь западные страны только наращивают производство. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской области. В частности, вчера россияне нанесли удар с помощью ракеты «Искандер» по Первомайскому, где были ранены 40 человек, среди которых были и дети. Никакой военной цели там и близко не было. По линии Сватово-Кременная, а также на правом берегу Северского Донца идут локальные бои, но продвижений ни одной из сторон замечено не было. В районе Бахмута украинские войска продолжают теснить россиян. Так, на юге от города 22-я и 80-я бригада заняли доминирующие высоты над Клещеевкой, а 3-я и 28-я бригада пересекли канал Северский Донец-Донбасс, частично окружив село. Россияне заявляют о своем отходе из Клещеевки. Вероятно, само село сейчас находится в серой зоне, а в ближайшее время российские войска будут вынуждены отойти за реку Бахмутка. Дальше, в районе Донецка вчера по складу боеприпасов в Макеевке был нанесен удар, после чего произошел мощный взрыв. А сегодня удар пришелся по железной дороге Ясиноватой, где были уничтожены цистерны с топливом и повреждена железная дорога. В районе Авдеевки сообщается, что украинским войскам удалось незначительно продвинуться к Опытному. Юг. По имеющимся кадрам украинским войскам удалось вплотную подойти к Работино, тем самым преодолев обширные минные поля перед селом. По некоторым данным, бои уже идут непосредственно в населенном пункте, но кадров, подтверждающих это, нет. Дабы остановить продвижение ЗСУ на этом направлении, россияне задействовали резервы, в том числе спецназ из 22-й бригады. В районе Васильевки россияне также пытались контратаковать, дабы оттеснить украинскую 128-ю горно-штурмовую бригаду. Но у них это не вышло, бои там идут за жеребьянку. В районе Херсона украинские войска продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, в районе Антоновского моста, хотя россияне и пытаются его ликвидировать, применяя авиацию и ракетные удары. Украинские войска там имеют преимущество, так как их артиллерия находится на высоком правом берегу и может быть подведена вплотную к берегу, тогда как российская артиллерия отсечена болотистой местностью, и ближайшие расчеты могут быть установлены лишь в Олежках, где они все равно будут уязвимы для ДРГ и дронов. Спасибо за просмотр, поддерживайте канал лайками, подпиской, комментарием, также становитесь спонсором на YouTube и Patreon.